Канал «Автозакордон зимой и летом» на Днепре, в городе Кременчуге. Сегодня мы, ваши гиды Татьяна Андреева и Константин Красовский, расскажем вам об интересных фактах из истории Кременчуга. Например, почему он стал Иерусалимом в Украине. А в следующем выпуске вместе с каналом о путешествиях «Добрый панда» Все, я готов ехать дальше. и местным краеведом Вячеславом Эдуардовичем Ивушкиным расскажем об особых страницах истории Кременчуга, связанных со Второй мировой войной. Кременчуг по преданиям означает просто по-турецки, по-татарски «маленькая крепость». И здесь эта крепость была основана и развивалась, потому что тут выходят на поверхность породы украинского кристаллического щита, возникли острова, и тут русло Днепра разделилось на несколько протоков. Выше и ниже Днепр течет одним руслом, и поэтому выше и ниже легко контролировать движение любых кораблей по Днепру. А тут вот такое стратегическое место. Поэтому здесь была построена крепость при поддержке польского правительства. Кременчугская крепость была сооружена в 1638 году по плану французского инженера де Баплана. Она располагалась на берегу Днепра, в том месте, где мы сейчас находимся. На пространстве возле речного вокзала, где Днепр делает резкий поворот, стоял замок. Самая давняя постройка. Но к концу XVIII века крепость утратила свое военное значение, и ее постепенно разобрали. Теперь от нее ничего не осталось на территории Кременчугского поселения. Но потом оно переходило из рук в руки. Например, после восстания Хмельницкого оно перешло в состав Российской империи. В 1661 году гетман Яким Самко создал Кременчугский казачий полк. Первым его полковником был Кирилл Андреев. В 1663 году на Черной Раде гетманом Левобережной Украины был избран Иван Брюховецкий, который казнил Самко. Первой военной кампанией Брюховецкого, проведенной совместно с московским отрядом Кирилла Хлопова, была осада и сожжение Кременчуга, так как власти города поддерживали гетмана правобережной Украины. Более 3000 жителей города были убиты. Кременчугский полк был ликвидирован. Кременчуг стал сотенным городом на границе гетманщины. Но потом Кременчуг был восстановлен, и пик его известности был, когда была основана Новороссийская губерния, и Кременчуг стал на несколько лет столицей Новороссийской губернии. Во времена Екатерины II эти края заселялись людьми разных национальностей. Им было разрешено жить в любом месте. Но это не касалось евреев, которым можно было селиться только в Новороссийской губернии. Таким образом, Новороссийская губерния с центром в Кременчуге стала первым официальным местом проживания евреев в Российской империи. В 1897 году в городе насчитывалось около 63 тысяч человек, из которых примерно половину составляли евреи. В конце XVIII века для экономического развития города в него были приглашены немецкие специалисты. Кременчуг стал одним из первых городов в Украине, где компактно жили немцы. Дальше он развивался, были крупные промышленные предприятия, и я думаю, мы с вами все это увидим. К концу XIX века в Кременчуге были созданы разнообразные фабрики, и население города стало бурно расти. Сюда приезжали и успешно сотрудничали люди разных национальностей и вероисповеданий. Поэтому в городе были построены храмы разных конфессий. К сожалению, лишь малая часть храмов сохранилась, и мы расскажем о некоторых из них. В XIX веке Кременчуг стал известным еврейским духовным центром. Его даже называли Иерусалимом в Украине. В 1910 году в Кременчуге функционировали 7 синагог. В 1990-х годах в Кременчуге сгорело единственное сохранившееся здание синагоги, и она была снесена. Это была так называемая Малая синагога, построенная в конце XIX столетия рядом с главной хоральной.
В 2002 году на месте сгоревшей малой синагоги было построено здание новой просторной синагоги Ор Авнер Хабад, которая сегодня является духовным центром кременчугских евреев. На территории синагоги установлен памятник жертвам Холокоста в память о 15 тысячах евреев Кременчуга, уничтоженных во время нацистской оккупации. Назначенный немцами бургомистром Кременчуга Синица Верховский пытался спасти евреев от уничтожения. Он вместе с местным православным священником крестил евреев и выписывал им новые документы с русскими именами. Но кто-то на него донес, и Синица Верховский был казнен. В память таких людей в Кременчуге установлен памятник праведникам народов мира. В 1804-816 годах в Кременчуге был построен православный Успенский собор. Автором проекта был Джакомо Кваренги, который также проектировал собор в Новгороде Северском. И его можно увидеть в нашем фильме об этом городе. Собор в Кременчуге имел высоту более 40 метров. Его главный колокол весил более 3 тонн. В 1929 году собор закрыли, колокола сняли, иконостас разобрали. В 1943 году немцы перед отступлением подорвали Успенский собор. В 2008 году на месте, где стоял Успенский собор, был установлен памятный крест. Мы находимся возле Свято-Николаевской церкви. Здание было построено в 1909 году на средства полтавской дворянки Котович. Она была католической и поэтому финансировала строительство не просто церкви, а костела, то есть римско-католического храма. Вы видите, он построен в таком готическом стиле с типичными колоннами, окнами. Но в 19 году здание было конфисковано, потом использовалось в самых разных целях. Тут был и дом офицеров, и кинотеатр, и спортивная школа. Но потом, когда религиозные здания передавались религиозным общинам, решено было его передать кому-то. Поскольку католиков в Кременчуге уже не осталось, здание было передано Украинской православной церкви Киевского патриархата. И если посмотреть на форму здания, бросается в глаза искусственность этих куполов. Они совершенно не сочетаются с этими башнями. Дело в том, что они уже были настроены в 90-е годы, когда церковь стала православной. В том числе и портал тоже был построен совершенно заново. Но теперь в церкви проводится богослужение. В 2016 году неподалеку от речного порта открыли православный храм Андрея Первозванного. Пока это небольшое здание, но здесь планируется возведение кафедрального собора. Речной порт в Кременчуге работает с 1823 года. В 1850 году был запущен регулярный пассажирский рейс до Пинска в Беларуси. Но теперь пассажирам нужно искать другие виды транспорта. Живописный берег Днепра рядом с речным портом – любимое место рыбаков. Мы находимся в сквере Олега Бабаева. Это был популярный мэр Кременчуга, которого застрелили в 2014 году. В сквере видим мемориал Героев Небесной Сотни. Рядом памятный знак жертвам сталинских репрессий. Он установлен неподалеку от здания голубого цвета. Здесь размещалась милиция Кременчуга. В сталинские времена в подвалах этого здания были замучены сотни людей. Поблизости видим здание причудливой формы. В этой башне когда-то был ресторан «Пекин». А с 2017 года здесь размещается вход в подземный бар «Наутилус». Интересно, а застенки НКВД были в этих же подземных сооружениях или где-то рядом? Неподалеку видим памятник Владимиру Вернадскому, установленный в Кременчуге в 2005 году. В молодости будущий создатель учения о ноосфере исследовал грунты в районе Кременчуга под руководством другого выдающегося украинского исследователя Василия Докучаева. В их честь на здании бывшей гостиницы «Виктория» установлена мемориальная доска. На бульваре Пушкина в 1985 году был установлен памятник великому поэту. Александр Сергеевич бывал в Кременчуге дважды. В
по дороге из одной ссылки в другую. На этом же бульваре знакомимся с Дон Кихотом, кременчугским. А на ветках дерева поблизости коробочки с подарками из разных стран. Разных забавных фигур в Кременчуге огромное количество, и мы успели познакомиться только с некоторыми из них. В Приднепровском парке установлены фигуры Айболита и других персонажей из сказок Чуковского. А неподалеку от речного порта можно увидеть фигуры героев разных мультфильмов. Эти фигуры знают все жители Кременчуга, так как они расположены в самом популярном месте для прогулок. Но нам Вячеслав Ивушкин показал мультяшные фигуры из металла, о которых мало кто знает. А вот где именно в Кременчуге они расположены, мы пока не скажем. Тем же, кто знает ответ на этот вопрос, предлагаем написать в комментариях, а всем остальным следить за комментариями. В следующий раз мы покажем некоторые особо памятные места Кременчуга и расскажем о событиях, повлиявших на нынешний облик города. Подписывайтесь на канал «Автозакордон» зимой и летом, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Увидимся в следующий раз!